Всем привет! Мы продолжаем наш проект путешествия по России. Мы приехали в город, в старый русский город, который называется Ростов-Великий. Это 160 километров от Москвы в направлении Ярославля. Город очень старый, и первый раз он упомянут в летописи в IX веке, причем раньше, чем Москва. Сердце Ростова – это Ростовский Кремль. Он был построен уже в XVII веке, и это второй период расцвета Ростова. Ростов когда-то был очень большим торговым городом, очень богатым городом, где было очень много купцов. Купцы очень активно торговали, и город богател. И в это же время митрополит Ростова построил этот великолепный монастырь, этот великолепный Кремль. Вы видите, территория монастыря, русского православного монастыря, обычно небольшая. По краям вот эти красивые стены, и сейчас на стены можно подняться и там походить, погулять. Да. Здесь очень хорошо видно, как строили тогда церкви и храмы. Вы видите, все белое, и купола серебряные, серебряного цвета. И обычно вот в середине видно маленькую церковь и маленький купол, он покрыт деревянной обшивкой. Это дерево, это не железо, это не металл, а это дерево. Так раньше делали, так раньше строили. Этот монастырь, этот Кремль сохранился очень хорошо. И интерьеры и экстерьеры этого монастыря очень часто использовались, когда в советское время снимали кинофильмы. Очень известный фильм «Иван Васильевич меняет профессию» о жизни Ивана Грозного, такая смешная комедия. Этот фильм снимался здесь, в Ростовском Кремле, вот на этой самой лестнице, на этом самом крыльце. Внутри стены православных церквей обычно украшают иконы и фрески на сюжеты из Библии. В Кремле Ростова сохранились удивительные фрески XVII века. Посмотрите на них. А еще в Ростовском музее можно увидеть очень редкую вещь. Это деревянная скульптура для церкви. Вообще в Старой Руси не было традиции делать деревянную скульптуру. Профессиональных скульпторов не было. И вот на этих примерах очень хорошо видно, что мастера очень хотели, но не умели правильно изобразить человека и изобразить правильно его пропорции. Перед нами искусство, если можно так сказать, народное, наивное и неправильное, но очень милое. Дом старого Ростова, дом купеческий. Обратите внимание, как красиво оформлены окна. Это называется наличники. И находится этот дом на улице, интересное название, на улице Ленина. А раньше до революции она называлась улица Покровская. Ростов находится на берегу озера Неро. Озеро необыкновенно древнее, ледникового периода. И вот вы видите это озеро за мной, оно очень красивое, сегодня ветер, оно бурное. Озеро мелкое, конечно. Озеро, как я сказала, называется озеро Неро, и это очень древнее финно-угорское название, потому что на берегах этого озера еще в очень древний период, когда Русь не была христианским государством,
глубина моря. Всем привет! Все приезжайте в гости в город Ростов.